Тяжелый, быстрый, 10 уровня. Танк, который боятся и хотят. Угнетатель случайных боев и лучшая машина в советском дереве развития. Это ИС-7 давным-давно. Сейчас с ним все сложнее. Но луноход еще может удивлять. Когда-то в игре было 2 тяжелых танка 10 уровня. И если тебя укачивало на поворотах, ты брал Мауса и медленно давил все на своем пути. Все остальные качали ИС-7. Сейчас появились новые машины. У них лучше орудия, они более маневренные. В конце концов, у них барабаны. Но ИС до сих пор актуален. Почему? Ответ на этот вопрос непрост. Посмотрим его характеристики и сразу же находим самую выдающуюся. Скорость. О, да! По паспорту ИС-7 может разогнаться до 60 км в час. Это всего на 5 км меньше, чем Батшат. В реальности танк выжимает даже больше, когда едет с горы. На ровной поверхности все не так радужно. В идеальных условиях на Химмельсдорфе ИС-7 разгоняется до максимальной скорости. А он не разгоняется. Никогда. В лучшем случае на спидометре 45. Вообще многие параметры танка так себе. Например, запас прочности всего 2150 единиц. И это можно было бы пережить. Но орудие семерки, большой разброс, малая скорострельность и самое худшее время сведения среди одноклассников. В общем, хотите сберечь нервы? Забудьте про стрельбу с дальней дистанции. В характеристиках орудия есть луч света. Неплохая альфа в 490. Без нее 7-му ИСу было бы лучше таранить, а не стрелять. Так что же с ним не так? Точнее, что с ним так? Почему семерка до сих пор котируется? Ответ в броне. ИС-7 обладает не просто броней. Башня семерки сделана из титана и кожи Супермена. 270 мм во лбу, маска орудия вообще 350. Корпус тоже хорош. Щучий нос заставляет голос хрипнуть от постоянных криков «Рикошет». Все портит нижняя лобовая деталь. Но если ее спрятать, ИС-7 и Яма могут творить невероятное. Вот 15 ваффентраггеров, а это ИС-7. Сколько он продержится против них? 20 секунд? Минуту? Делайте ставки. Сейчас увидим. 75 попаданий в лоб, 42 тысячи потенциального урона. И какой результат? Они поцарапали ему краску. Толщина башни меньше бронепробития снаряда ваффентраггера. Как он устоял? Сейчас мы раскроем секрет. Все дело в древней магии египетских жрецов. Геометрии. Броня башни ИС-7 идет под наклоном. Из-за этого, хотя ее фактическая толщина от 270 мм и ниже, так называемая приведенная броня получается гораздо солиднее. Еще интереснее устроен корпус. Когда танк стоит точно в направлении огня, броневые листы щучьего носа расположены под острыми углами. Поэтому, скорее всего, снаряд от них срикошетит. А если нет, то ему придется пробить не 150 мм брони, а намного больше. Однако, если развернуть корпус в сторону, щучий нос теряет большую часть своих волшебных свойств. В таком положении его можно пробить. Выстрел в эту область может взорвать боекомплект и оторвать башню. Но башня ИС-7 настолько хороша, что даже отлетает красивее, чем у остальных танков.
Это не унылое падение сарая у Маус или что-то непонятное французское. Это зрелище, на которое можно смотреть снова и снова. Продолжим о броне. Толщина бортов УИС-7 150 мм. Теоретически их должны пробивать все и без труда. На практике они отлично держат удар. Одно время даже ходили слухи, что они сделаны из мифрила. Правда, невероятнее. Представьте себе, геометрия бортов еще более затейлива, чем щучьего носа. Сразу под башней идет полоса брони под углом 45 градусов. Снаряду сюда трудно попасть, тяжело пробить и легко срикошетить. А вот самый загадочный участок борта. Вертикальный, манящий своей доступностью. О него разбились тысячи надежд. Как не пробил? Его второе имя. То, что мы видим, на самом деле не настоящий борт. Это фальшборт. Его толщина всего 30 мм. За ним много пустоты, из-за которой ковырять ИС-7 в бок кумулятивным снарядом почти бесполезно. Сначала он взрывается на фальшборте. Формируется кумулятивная струя, которая пробивает его и теряет бронепробиваемость в первый раз. Эта величина равна толщине приведенной брони в месте попадания. Далее она двигается к основной броне и теряет еще по 5% бронепробития на каждые пройденные 10 сантиметров. Наконец, сильно ослабленная струя доходит до основной брони. Если бы она стояла под прямым углом, кумулятивные снаряды танков высоких уровней могли бы ее пробить даже на остатках бронепробития. Но нет. Она наклонена так, что получается до 250 мм приведенной брони. И это в идеальных условиях. Если снаряд входит под углом, ее значение становится еще больше. Это непреодолимая преграда для большинства снарядов. Кумулятивных, бронебойных, подкалиберных — все равно. 7-й ИС отлично танкует бортом. Если бережет нос, конечно. В бою этот танк редко наносит колоссальное количество урона, и для многих это значит, что он плохой. Но это не так. Говорить, что Т-57 Heavy лучше «семерки» некорректно. Это разные машины, и у них разное назначение. Это как сравнивать КАМАЗ и Порше. Что лучше, Порше? А в лобовом столкновении? Со своим назначением ИС-7 справляется великолепно. Быть первым — вот для чего создан ИС-7. На нем нельзя отсиживаться в кустах. Хоть он разгоняется до своей максимальной скорости только с горы, 40 с лишним километров в час хватает, чтобы первому занять выгодные точки. Важно, что броня помогает удержать их до подхода основных сил. Толку от того, что АМХ быстрее, если он не может этого сделать. Прорывать или удерживать направление. Вот что получается у ИС-7 лучше всего. Танк, который смог. Это о нем. Его стихия ближняя, максимум средняя дистанция. Для таких условий его орудие нормальное. Не испаритель, но подходит. Ему достаточно точности. Великолепная броня дает время перезарядиться и свестись. А если бодаешься из угла, решает Альфа. У 7-го ИСа она есть. «Семерка» — ваш танк, если вы любите действительно воевать, быть на первой линии боя, а не машиной поддержки. Нет, в том, чтобы стрелять по чужому засвету из кустов, нет ничего плохого. Но чтобы почувствовать, как трещит броня врагов, нужен ИС-7. Справедливо, что путь к хорошему танку должен быть тяжелым. Перед конфеткой всегда идет кактус, но не здесь. Дорога к ИС-7 — это переход от одной легендарной машины к другой. На ИС-3 и КВ многие вообще ездят просто ради удовольствия. Так что сомнения прочь и в бой. Гнуть стволы и проламывать лбы. И, кстати, это самый красивый тяжелый танк в игре.